Время летит очень быстро, и оказывается, прошел еще один месяц моего пребывания на Фарерских островах. Поэтому давайте поговорим о позитивном и разберемся, кому же на Фарерах жить хорошо. Самый главный неоспоримый плюс жизни на Фарерских островах – это чистая вода и чистейший воздух. Я была много где, но я вам скажу честно, нигде не дышится так легко, спокойно и вкусно, как на Фарерских островах. Если попробовать описать воздух и его вкус, то, наверное, я бы сказала, что это в меру прохладный воздух с нотками соли, а также свежескошенной травы и цветущих цветов. Вода из-под крана здесь абсолютно чистая, без запаха и вкуса хлора. На Фарерских островах очень безопасно. Уровень криминала здесь практически отсутствует. В городе можно заметить маленьких детей, которые спокойно идут со школы домой без присмотра взрослых. Также люди здесь не всегда запирают дома и машины. К слову сказать, на Фарерских островах есть тюрьма. Находится она в отдаленном месте, но с видом пятизвездочного отеля. А в этой тюрьме, насколько мне известно, на заднем дворе мини-гольф, а также у людей в камерах телевизор. Поэтому сложно поверить в то, что там держат каких-то опасных преступников. Так здесь, скорее всего, людей держат совсем короткий срок и за какие-то маленькие правонарушения. Фареры не являются Скандинавией, но все прекрасное, что мы слышали о скандинавском уровне жизни, здесь чувствуется. А это высокие зарплаты, развитая инфраструктура, спокойный, размеренный образ жизни, бесплатное образование и медицина высокого качества, хорошая социальная защита и помощь. Да, здесь очень высокие налоги. Но я думаю, что когда ты живешь в стране с развитой инфраструктурой, с хорошим уровнем жизни, и когда ты прозрачно видишь, куда твои налоги уходят, то против них ты ничего не имеешь. Люди здесь очень гордятся своими традициями и также на высокое место ставят семейные ценности. Входит как забота и о старшем поколении, так и количество детей в семьях. Я бы сказала, что среднее количество детей в семье — это все-таки 3 ребенка, потому что когда гуляешь по городу, здесь есть традиция рядом с номером квартиры или дома указывать жильцов, и обязательно там либо рисунки, либо какие-то фигурки и магнитики с именами семьи, где, соответственно, родители, и всегда нарисованы 2-3 ребенка. Также, гуляя по городу, замечаю, что детей здесь любят, и семьи достаточно большие. Фарерские острова — это настоящий природный рай, где уникальность нетронутой природы поражает воображение. Одна из главных особенностей Фарерских островов — это отсутствие массового туризма. Неважно, куда бы вы ни направились, куда бы вы ни свернули, вы всегда останетесь наедине с природой. Фарерские острова — это дом не только для огромного количества овечек, которые спокойно пасутся на вечно зеленых полях, но также дом для огромного количества птиц, а также морских обитателей. Здесь уникальна не только природа, но и забота о ней. Власти Фарерских островов принимают меры по сохранению природы на островах. Туристические маршруты спроектированы таким образом, чтобы не нарушать баланс между природой и человеком. Один из интересных проектов, который прошел в конце апреля, называется Closed for Maintenance, то есть закрытый на реставрацию. Люди со всего мира могли приехать волонтерами на Фарерские острова для того, чтобы помочь властям и местным жителям подготовить туристические тропы после зимы, а также починить заборы, которые ограждают туристические тропы от частных ферм и владений. Это очень классный вариант для того, чтобы не просто приехать на Фарерские острова и насладиться природой, также сделать что-то полезное и познакомиться вплотную с традициями данной страны. На этом пока все. Для сравнения вы можете посмотреть видео, которое я сделала о минусах жизни на Фарерских островах. И напишите в комментариях, что для вас именно перевесило, плюсы или минусы, и смогли бы вы жить на Фарерских островах или нет. Пока-пока!